Живописные горные хребты, поля, дикие животные, водопады. И все это Орлиное ущелье. Наш путь лежит через Кахетинское направление. Дорога очень живописная, с видом на виноградники, горы, поля и доступна для любого автомобиля. Орлиное ущелье, оно же Артвиси-Горжи или Игл Canyon, это каньон в известняковых скалах на окраине города Детеплисткара. Также это является частью национального парка Вашлавани, и это одна из самых доступных и при этом диких локаций на востоке Грузии. И именно туда мы сегодня и отправляемся. Уже на подъезде нас встречают очень масштабные панорамы на горы со снежными верхушками, зеленые поля и тропинки. А на въезде в ущелье тот самый вау-эффект, когда из плоской равнины у тебя вырастают известняковые горы, покрытые зеленым ковром. Когда мы отправились сюда, мы еще не знали, что нас ждет. В планах у нас было посмотреть на птиц, погулять по скалам и, возможно, устроить небольшой хайкинг. Старт маршрута начинается с парковки. Сам туристический маршрут представляет собой два направления. Первое направление – это спуск к водопадам, но об этом на момент нашего прибытия мы еще не знали, и начинается он вот здесь. И вторая часть пути, которая понятно сразу становится на входе, это подъем вот на эти точки наблюдения и обзором на всю эту красоту. Она идет прямо вверх, мимо нее вы не пройдете. Сам подъем к точкам обзора достаточно легкий. Доступен как для детей, так и для лиц более старшего возраста. Как вы заметите, этот маршрут можно осилить и в обычной обуви, но если у вас есть трекинговая и палки для ходьбы, обязательно возьмите их с собой, вы не раз об этом не пожалеете. И самое главное, захватите с собой бинокль для наблюдения, если он у вас есть. Здесь гнездятся редкие хищные птицы. Прямо со смотровых площадок можно увидеть белоголовых сипов или грифонов, черных аистов и египетских стервятников. Ну и самое главное, вы только посмотрите, какие здесь виды на Лазанскую долину и горные хребты. Дойдя до конечной точки верхней обзорной площадки, многие заканчивают верхнюю часть маршрута, разворачиваются и идут вниз. Но мы решили, что хотим исследовать этот район, насколько нам позволят наши силы, и спуститься к озеру.
Надо сказать, что вообще сам маршрут верхний и выглядит еще относительно понятным по сравнению с тем, что нас ждало внизу. Поэтому мы, ориентируясь на вот такие указатели, решили двигаться дальше, вниз вправо в сторону озера. Пройдя через этот природный туннель по указателю, мы открыли для себя невероятно, даже, мне кажется, еще более красивый вид на Лозаннскую долину. И да, к сожалению, в этот день облачность была низкая, и сами горы мы не смогли рассмотреть настолько, насколько бы нам хотелось, но все равно было невероятно красиво. К сожалению, весь дальнейший маршрут не выглядит таким ухоженным, хотя вся инфраструктура относительно новая. Последнюю реновацию она пережила в 2022 году. И да, когда вы находитесь на верхней площадке, наблюдаете за птицами, которые охотно кружат над вами, вы даже не предполагаете, что вас может ждать дальше. Но мы двинулись дальше, в лес, и там, конечно, было очень сложно найти указатели, по которым можно ориентироваться и понять, что мы идем именно по тропе, по которой предназначена эта дорога. Здесь оказался такой неочевидный спуск в лес, и заранее вам скажу, что в лесу климат был совершенно другой. Если сверху было ветрено, солнечно и достаточно комфортно, то как только мы начали свой спуск, здесь стало достаточно душно и влажно. И, кстати, вот этот звук вызвал у нас наибольшие опасения, потому что мы не совсем понимали, кто это, что он хочет и как далеко от нас он находится. Звук практически исчез, когда мы вышли на поляну после леса, с которой мы увидели озеро, которое было все еще внизу, но уже ближе, чем мы это видели перед этим. Также виднелась дорога, но больше никаких указателей, куда нам двигаться и как проходит маршрут, мы не нашли. Это, кстати, домики для наблюдения за птицами, там же есть зона для кемпинга. Сам спуск вниз оказался не самым комфортным. Вот этот указатель находится прямо возле озера, которое оказалось не озером, а болотом. Там было много лягушек, и вообще дороги больше видимой для человека не было. Мы могли либо продолжить свой маршрут к точкам наблюдения за птицами, или надеяться на удачу и идти вдоль бурьяна, расположенного вдоль озера, или вернуться обратно. Поскольку время было уже в районе 4 часов вечера, решили, что все-таки стоит идти обратно, поскольку мы не знаем, что нас ждет дальше, и дорога вверх была наиболее понятна. Да, нас немножко пугал звук, который шел из леса, но мы решили рискнуть. Сразу скажу, подъем для людей, у которых есть проблемы с сердцем или какие-то еще осложнения, будет казаться немного сложнее, чем до смотровых площадок. Поэтому, если вы, в принципе, не готовы продолжать маршрут дальше, я бы рекомендовала не идти к озеру, по крайней мере, пока. Возможно, в ближайшие годы этот маршрут как-то благоустроят, и он станет более понятным. А только погулять сверху, полюбоваться на вот эти невероятно красивые виды на Лозаннскую долину. Понаблюдать за птицами.
устроить себе такой небольшой привал. Сделать невероятное количество очень атмосферных, очень ярких и действительно колоритных фото. Полюбоваться на горные вершины еще раз. Возможно, вам повезет и вы увидите их во всей красе. Хотя даже в облаках они выглядят впечатляюще. Ну и спуститься обратно. Для того, чтобы продолжить вторую часть маршрута, которая идет как раз к водопадам. И, кстати, когда мы спустились вниз к озеру, у нас отсутствовал какой-либо сигнал сотовой связи. Нам очень помогло вот это приложение. На нем достаточно точно показаны все тропы, маршруты и то, что вы на них найдете. Маршрут действительно очень красивый, очень зеленый и иногда напоминает какие-то рассказы из сказок Толкиена, когда ты в роли Гэндальфа с посохом идешь по тропине среди вот таких вот зеленых гигантов. Но, кстати, шум водопада можно услышать даже с верхних площадок, если прислушаться. Спуск к водопаду находится на входе возле домика. Для информации. Здесь также очень доступные тропинки. Мы спускались туда уже достаточно уставшие после нашего спуска к озеру и подъему. Если вы не планируете такой неожиданный хайкинг для себя, то я рекомендую первоначально сходить к водопаду, особенно если вы приехали в эту местность уже в обед, в летнее жаркое время суток. Там будет очень прохладно. Там спуск вниз, на мой взгляд, более тяжелый, чем подъем к точкам наблюдения за птицами. Поэтому здесь вам пригодится как и обувь для трекинга, ну и в целом более комфортная одежда. Нужно быть готовым, что тут дорога не такая прямая, очень много обрывов. Где-то местами предполагалось, что находились канаты, которые крепятся к этим скалам, и по ним можно спуститься, но их, к сожалению, уже нету. А остальная часть маршрута проходит по таким вот лестницам железным. Эти каньоны чем-то напомнили мне каньоны в районах Кутаиси. Только, конечно, там они более масштабные, и вода там, конечно, более чистая, чем здесь. Но все равно здесь очень красиво, атмосферно. Что хочу отметить. К сожалению, внизу, где водопады, которые происходят от реки, которая течет из городского поселения, достаточно много мусора. Да, понятно, что это все течет по течению из поселения, но все-таки это очень портит ту красивую лесную атмосферу, которая здесь присутствует. Весь наш маршрут занял приблизительно 5,5 километров, и мы на него потратили практически весь световой день. Где-то в районе 12 часов мы были на точке, начали свой сначала подъем, потом спуск, и в районе половины 7 вечера мы поднялись обратно к домику информации на входе и закончили свой маршрут, отправившись отдыхать. Кстати, в вечернее время суток это место выглядит даже лучше, чем в любое другое. Только посмотрите, как все оживает в лучах вечернего солнца.
Этот маршрут хорош, если вы не планируете спуск к озеру. Там проходит вторая часть более сложного хайкинга, где вы можете дойти до домиков для наблюдения за птицами, устроить кемпинг и двинуться дальше по хребту, выйдя к крепости. Если вы хотите успеть все за один день и не устать, я бы рекомендовала доехать на машине до этого каньона, погулять на верхних точках наблюдения за птицами, потом спуститься к водопадам, ну или наоборот, сначала спуститься к водопадам, а потом подняться на точки наблюдения, погулять там, сделать прекрасные фотографии, увидеть какие-то интересных птиц еще, и после этого сесть на ваш транспорт и доехать до крепости. Ну или планировать тогда старт маршрута пешего достаточно рано, то есть часов в 10 стартовать с паркинга и двигаться через хребет, чтобы выйти уже у крепости и оттуда отправиться отдыхать и закончить свой день уже с наполненным впечатлениями, эмоциями и фотографиями. Ну а про звук уже в конце мы узнали, что в это время ущелье посещают шакалы, которые живут в этой области. Их немного, но именно весной они приходят, ищут такие пещеры, где таким воем они призывают самку для дальнейшего создания потомства. Не то чтобы мы расстроились, что мы его не встретили, но на будущее мы, конечно, будем иметь в виду, что в лесу можно вот так вот запросто встретить таких неожиданных попутчиков. Легких и интересных маршрутов и берегите себя.